Привет, мои дорогие, мои хорошие девочки, сестры, ведьмы. Давайте с вами погадаем на такую тему, которую нам предложила наша девочка. А, Расклад на тему: выйду ли я в принципе когда-нибудь замуж? Выйду ли замуж за подходящего человека любящего? Когда встречу и выйду? Что это будет за человек? И будут ли у меня в принципе когда-нибудь дети? Когда и сколько? От какого мужчины? Это большой расклад, но мы, девочки, с вами сейчас ответим на этот вопрос. Какой мужчина идет, да? Выйдешь ли ты замуж именно в мужья? Кто идет в мужья? Выйдешь ли ты замуж? У нас будет 4 варианта. И посмотрим, как быстро и все остальное, есть ли какие-то перспективы, а если нету, что с этим делать. Но мы попытаемся сделать такой быстрый расклад, экспресс-расклад, чтобы, вот знаете, без лишней воды, скажем так. Ну что, поехали. Первый вариант: выйдешь ли ты замуж? Второй вариант: выйдешь ли ты замуж? Третий вариант: выйдешь ли ты замуж? Либо четвертый вариант: выйдешь ли ты замуж? У нас 4 варианта. И тут, девочки, часики, которые тикают. Но я вам поставила то, что, вот знаете, вот часики тикают где-то у вас в голове. А у нас, девочки, песочные часы, которые, знаешь, перевернешь, и все течет своим чередом, скажем так. Поэтому обращайте внимание, что часики могут быть тикают у кого-то другого, а у вас песочные часы вечные. Ну что, давайте посмотрим, выйдешь ли ты замуж. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Смотрим, девочки, первый вариант. Выйдешь ли ты замуж? Тройка костей. Это даже, знаешь, у тебя поклонников вот дофига. Кто будет хотеть на тебе жениться, их на самом деле не один человек, их несколько. И вот каждый раз, в принципе, у тебя есть отношения, нету, на тебя смотрят, как бы на хорошую партию, либо, ну, типа, жениться, не жениться, а что с ней будет и все остальное, а потом смотрят по обстоятельствам. Отшельник идет. Идет тебе мужчина, но сейчас он не с тобой, ты его сейчас не знаешь, да. Это отшельник, девочки, это тот мужчина, который придет в твою жизнь. Но он должен, скажем так, кармически еще как-то вот помыкаться, потыкаться. Какие-то обстоятельства должны пройти для того, чтобы ты его встретила. Это тот, который вот прям, знаешь, где-то в глубине души он хранит себя для тебя. И вот когда вы встретитесь, у вас вот прям будет, у него вообще будет понимание того, все, это моя женщина, моя жена и все остальное. Давайте еще посмотрим, выйдешь ли ты замуж. Он, девочки, еще не пришел к вам. И смотрите, будьте осторожны, вот именно если вы уже были замужем, да, будьте осторожны со своими прошлыми мужьями, потому что они могут вам мешать, вот перебегать дорожку, как черные коты, понимаете? Перебегать и не давать вам встретить своего мужчину. Вам очень осторожно надо относиться, короче, никаких вампиров, абьюзеров, каких-нибудь альфонсов, приживал и все остальное, вот когда вы не выходите долго замуж, и он где-то не чешется, вам вообще-то мужчина должен дарить кольцо 25 раз, скажем так, 25 раз доказывать, что он хочет на вас жениться, понимаете? А если рядом с вами такого мужчины нету, не надо тратить вот прям свое время. И смотрите, когда м, кончился песочек в моих песочных часах. Понимаете, девочки? Вы можете вот дождаться такого. Будьте осторожны со своими прошлыми. Надо все рвать, вот эти ненужные отношения, ненужные интимные отношения, все остальное, да, именно с теми людьми, потому что они могут вам перекрывать вашу дорожку к вашему мужчине. И вот из-за вот этого ваш мужчина не может вас найти, долго не может найти. Давайте еще посмотрим, выйдешь ли ты замуж. Шестерка хазардов. Он, девочки, еще не пришел. Он как будто сдалека, да, либо иногородний какой-то. Беременность выпала от него. Вот он уже появляется. Ему, девочки, тяжело к вам пробиться. Он сейчас занят, знаете, чем? Вот своей даже карьерой. Не сколько деньгами, сколько вот карьерой. Либо постройка дома у него идет, да, либо какой-то такой глобальный переезд куда-то идет. Мужчина у вас будет, но вот прям скажу, что в ближайшее время, то он не в ближайшее придет. Ваш мужчина немножко позже приходит. Я не буду говорить здесь, когда. Мы отдельно даже с вами посмотрим, как, короче, сделаю болталку, когда сбываются, как долго ждать, да, но кармического это
Может, не в этот год, а может, вы уже подождали, смотря от того, как долго вы одиноки, либо вы находитесь в свободном поиске. Если вы уже в свободном поиске больше 4 лет, да, то он скоро придет. Если вы, как говорится, еще вот до такого долгого э, периода без отношений не находитесь, скажем так, то вам придется немножко подождать, девочки, да. Этот мужчина, и он как-то будет, знаете, у него что-то такое, и у него есть недвижимость, во-первых, да, сила. Он либо охотник, да, вот чем-то таким вот занимается. Он, короче, такой мужчина сам по себе, интроверт, и в то же время вот и у него знакомые есть, и все. И он у вас либо рыбак, охотник, он такой, вот знаете, рукастый, скажем так, глубокий мужчина, интересный такой. Вот если даже с кем-то его сравнивать, я даже вам скажу, если вы смотрели «Гордость и предубеждение» фильм, да, такой английская классика, то вот это, главный герой, короче. Там вот есть, когда девушка выходит за, ну, за одного выходит, ее подруга там за его друга. Ну, если вы смотрели. Если не смотрели, посмотрите, там несколько серий «Гордость и предубеждение». Я вам рекомендую 95-го года посмотреть. Я, кстати, когда я одна, как только выхожу с каких-то отношений, я все время смотрю этот фильм. Все время, девочки. И смотрела его очень много раз. В общем, такие вот дела, мои дорогие. Так что встретите, у вас хороший такой классный мужчина идет. Просто сейчас пока не время. Сейчас предавайтесь любви, предавайтесь отдыху, обучению какому-то своему, да, расслабьте булки, скажем так. Ваш мужчина, он кармическим идет, он по-любому придет, понимаете? Вот такой вот первый вариант. Второй вариант, давайте посмотрим, выйдешь ли ты замуж. Восьмерка хазардов. У тебя проблемы с выбором есть, да? То есть ты вот иногда, вот как прям, знаешь, как телок. То есть если есть два, например, кавалера какие-то, и вот два человека тебе предложат замуж, ты очень долго будешь думать и голову ломать, блин, за кого же мне выходить, а надо бы, и все остальное трали. Либо, девочки, вот здесь вот, короче, вся проблема в чем ты сейчас пока не замужем, только в твоих сомнениях в голове. У тебя много сомнений. А этот не надо, а этот не надо, а вот это, а где его взять, а что делать с этим и все остальное. Очень много таких вот в голове у тебя вопросов, которые, в принципе, знаешь, ну, они не должно быть так много этих вопросов в голове. Ты либо замуж по любви выходи, либо по расчету, да. То есть чем уже ты мыслишь, скажем так, тем быстрее ты выходишь замуж, смотря что тебе надо, да. Давай посмотрим еще, выйдешь ли ты замуж. Королева хазардов, своевольная, немного капризная, карьера. В первую очередь ты думаешь о себе, как себе лучше жить, да, какую карьеру строить, где там деньги взять и все остальное. Ну, это и правильно. Но в то же время ты не думаешь о том, чтобы рядом был с тобой такой мужчина, который решает твои эти проблемы. Тебе надо вот именно, знаешь, вот я могу посоветовать, как тут по раскладу идет, то тебе надо искать такого мужчину, такого же думающего, как и ты, в том же направлении. Никакого такого мужчину, который противоположный. Не соглашаться, например, на такие отношения, которые вот ты видишь с первого взгляда, да, ну не очень, но может быть. Нет, это вообще не твое, даже не подходи к таким мужчинам. Тебе надо именно такой вот друг, который вместе с тобой. И на фоне вот этой дружбы очень быстро все в любовь перерастает. Пути у тебя открыты, и к деньгам открыты, и любовные пути у тебя тоже открыты. Но вот эти вот хазарды — это сомнения твои, понимаешь? Сомнения, ты как вот не понимаешь, что тебе вот сейчас надо. Когда ты для себя окуклишься, скажем так, когда ты поймешь, что тебе надо, ты сразу будешь понимать, будет ли с тобой этот мужчина или не будет. Вот он идет, девочки. Он такой же, как и ты. Вот, Паш Хазардов, да, то есть тот мужчина, который будет тебя слушаться, тот, который будет, как говорится, туфли тебе чистить, но он и будет с тобой вершить все твои дела. Понимаешь? У тебя идет такое, что ты можешь деньги зарабатывать, и любить ты можешь, и вот ты такая вот предводительница. И предводительница, предводитель не надо. Предводительнице нужен мужчина, тот, который будет ее слушаться, будет ей помогать во всем. Вот она захотела поехать куда-то, он берет и везет тебя, понимаешь? А не то, что поехали туда, я решил, все остальное, чтобы вот все по твоей воле было.
Все по твоей воле. И он есть у тебя, этот мужчина. У вас как-то либо похожие имена, либо даже фамилии похожи, да? Ну вот как, вы как-то или внешне вы будете даже очень похожи друг на друга. Иногда, может быть, про вас как брат и сестра могут говорить, да? Любить он тебя будет. Но смотри, будет проблема, где вы будете жить. Проблема будет с жильем как-то. Поэтому, вот знаешь, вам надо будет очень договариваться, где вы будете жить, и это максимально важно, да. То есть ты у него, он у тебя, либо вы будете жилье снимать и все остальное. Могут возникать ссоры по поводу того, вот где вы живете. Поэтому вот гнездо свое надо будет тщательно выбирать, понимаете? И насчет вот предложения, да, как быстро он. Это паж, девочки. Скорее всего, я бы сказала, что надо будет его склонять. Вот. Лежишь, короче, на диване, он лежит рядом, и ты ему говоришь: а неплохо было бы нам пожениться, дорогой мой. И все, и он, конечно же, пойдет, да, потому что сам Паш, он вот так вот скрывает либо свои чувства, свое желание жениться, да, то есть вот это как-то так вот должно произойти. Так что, девочки, не бойтесь, одни вы не будете здесь точно. Единственное, что тут вот идет, вот и карта даже зеленая, да, но я бы даже сказала, что тут ты как зеленое яблоко. Ты еще вот не совсем созрела именно для того, чтобы тебя откусили, понимаешь? Вот такие вот дела. Такой вот, мои дорогие, второй вариант. Третий вариант, давайте посмотрим, выйдешь ли ты замуж. Нулевой старший аркан идет. Дурака, дурачка, девочки. Давайте посмотрим, почему он идет, этот нулевой старший аркан. Четверка кубков. Жизнь с нуля у тебя сейчас начинается. Вот прям, знаешь, ты про все свое прошлое, весь этот чемоданный груз, который у тебя перевешивают. Тебя не берут на борт самолета под названием «Любовь», понимаешь, в небеса уносящий, в рай, скажем так, с Адама и Евы только по одной простой причине, потому что у тебя перегруз с каким-то прошлым твоим, да. То есть тебе не надо думать вообще ни о ком прошлом. Немного такое дебильноватое лицо надо делать, девочки, да, с дебильцой, скажем так, быть немножко, да. Почему? Потому что начинается новый этап твоей жизни, и тебе совершенно не надо думать, где ты будешь жить со своим мужчиной, за что-то держаться и все остальное. У тебя должна быть сейчас жизнь как кураж. А давай, поехали, поехали, да, люблю, куплю и полетели, скажем так. Потому что чем больше ты, например, закапываешься в сторону того, за что мы будем жить, а где он будет работать, а вот мне надо, наверное, с той же окраины, где я живу и все остальное, это все не дает тебе такого нормального мужчину, и можно, как говорится, этого дурака и взять, понимаешь? А взять абы было. Вот тебе абы было, такого мужчину не надо совершенно. Вот это лето, вот чем ты будешь легче жить без прошлого. Прям от прошлого отсоединяйся, потому что у тебя идет впереди вот как лифт такой, понимаешь? Лифту будет очень тяжело, а будет перегруз, то двери откроются, и будешь ты там стоять, на кнопки нажимать, а в лифт не поедет, понимаешь? То же самое с самолетом. У тебя какие-то чемоданы ненужные, брось их. Четверка кубков выпадает. Это любовные пути все тебе открыты. Солнце. У тебя идет удачный брак. Удачный брак, и ты будешь сама так думать про это, и другие будут: о, ничего себе, блин, как она удачно-то вышла замуж, понимаешь? Да, по любви будет. Пятерка и денежки у него будут, да, но он как будто на тебя вот последнее сначала потратит, да, а потом у него опять денежки идут. Король Хазардова идет. Знаешь, как он себя ведет с женщинами, я тебе скажу, да? Он особо женщин не ценит, он девушек не ценит, он встречается, кидает, такой вот легкомысленный. Возможно, это какой-то водолей, близнец, да, по гороскопу, даже лев, может быть, скорпион, вот такой вот по характеру мужчина. Понимаешь? Но фишка в том, что когда он тебя увидит, ты ему очень сильно так в голову зайдешь, понимаешь? И он к тебе будет очень серьезно относиться, потому что он тебе что-то даст, а это у него чего-то не останется, и у него в голове что-то тюкнет: блин, я ей все последнее отдал. Я тот дурак и есть. Понимаешь? Так что все, замужество тут идет, девочки, с хорошим таким мужчиной. Главное, знаете что? Вот реально избавься от прошлого.
От какого прошлого тебе надо избавиться? Давайте тут вот глянем. От какого это прошлого тебе надо избавиться? Ой, а кто это мешает к тебе? А ты еще руку не отпустила чужую, еще одну не отпустила. Девочки, смотрите, тебе либо как подкидывает судьба вот каких-то таких жирненьких в плане либо реально плотненьких, либо вот таких вот, которые, когда ты думаешь, что тебе надо за деньги выходить. Не за деньги, не за деньги, девочки, не за материальные. Оно когда ты встретишь своего мужчину, у тебя вообще вопросов не будет, типа, твое, не твое, если у него деньги, нету денег, да, по одной простой причине, потому что к тебе подсовывают, вот жизнь подсовывает, вот таких вот вроде бы, которых и ты думаешь, и деньги, и я тогда, если у него деньги будут, то я и буду с ним счастлива и все остальное. Можешь. Понимаешь? Но тебе, душе твоей страстной, ты страстная натура, и тебе надо на качели катать, понимаешь? Так, чтобы ты аж визжала, скажем так. И вот этот мужчина, он немного позже идет, а ты его не замечаешь, потому что ты обращаешь внимание на деньги, на то, что мужчина имеет. Это и неплохие выборы, но понимаешь, ты все время будешь думать, что ты как-то тебя надули, что ты обманулась и все остальное. Вот это ощущение кармического аркана, дурак, да, нулевого, ты как жизнь будешь с нового раза все время начинать. Вот что, не та немного энергии. Я бы на твоем месте вот сейчас попробовала, да, покуражиться. Даже вот, где искать этих мужчин? Например, даже на сайтах знакомств. Просто переписывайся. И ты будешь вот просто переписывайся о том, о сём, о пятом, о десятом. Не спеши на эти свидания, не смотри на эти машины, квартиры, не говори, где ты работаешь и все остальное. Просто разговаривайте о хобби, кто куда бы отдыхать поехал и все остальное. О камнях драгоценных и полудрагоценных, кто собирает аметисты. Ну, короче, вот все такое, и ты его там найдешь, своего вот этого мужчину. Понимаешь? Когда ты будешь обращать внимание на все, вот на что-то материальное у него, что он имеет и все остальное, оно немного, вот ты вот как топчешься на месте, и вот у меня такое ощущение, что я варю кашу, я голодная, я ее варю-варю, и вечно варю, и не знаю, как наварить. Вот такие дела, девочки. Вот этим летом, да, вот так вот окунитесь вот в этот мир такого вот общения глубокого, совершенно не за деньги. И вот вы в себе, вы с нулевого старшего аркана в первый перейдете в карту мага. Та, которая знает, та, которая привлекает, та, которая всегда везет, и та, которая имеет все, что она хочет. Поняли, мои дорогие? Вот такой вот третий расклад. И давайте посмотрим четвертый вариант. Выйдешь ли ты замуж? Ну, девочки, как вы думаете, смотрите, что изображено на этой карте. Вот это ты. Понимаешь? И смотри, какая тройка кубков, интересно, да? Он тут живой, на то, кого мы гадаем, а ты вот как зомби. Это зомби второй, и ты выпала как зомби. То есть ты живая тут вот сидишь за экраном, да, и мы на тебя сейчас вот смотрим и смеемся, потому что замуж ты выйдешь, понимаешь? И тебе, я так скажу, что, скорее всего, это скорый брак какой-то. То есть ты будешь замужем и скоро. Да, девочки, по любви, празднование даже будет какое-то. Четверка хазардов с рыцарем мечей. Ты еще его не знаешь. Ты его еще не знаешь, этого мужчину. Он худой, высокий, девочки, этот мужчина. И либо у него греческий профиль такой, ну, прямой нос, высокий лоб, да. Скорее всего, он даже либо блондин, ну, или такой, знаете, с прямыми волосами, бубновый такой вот идет, но высокий бубновый. Э, И он, скорее всего, может быть даже и разведен. Вот тут 20, да, он, девочки, как был уже женат, да, или был в каких-то очень больше 7 лет в отношениях каких-то там, они там либо жили, либо все, у него, скажем так, какой-то вот прицеп отношений есть. Страдал он в тех отношениях, страдал, ушел, и вот с вами будет ему очень легко и хорошо, и по любви. И он будет еще, знаете, с вами много разговаривать о том, какие у него отношения были, как он страдал, и насколько ему с вами легко и хорошо, мои дорогие.
Поняли? Это такой вот был у нас экспресс-расклад. Мне просто хочется много тем сразу разобрать, да, и с вами, поговорить на все интересующие вас вопросы. На себе комментов тут наскриншотила. Все, мои дорогие, люблю вас, целую, обнимаю. Выходите замуж, пусть у вас все будет хорошо. Пока-пока.